Всем привет, кто заходит. Всем привет, всем привет. Я пока карты достаю, заходите. Сегодня у нас подсказки. Как всегда, у нас по субботам подсказки. Никак не могу привыкнуть, где камера теперь, чтобы туда смотреть. Кому подсказки? Пишите подсказки или подсказка. Да, я вам дам подсказки. И вот у нас будет общий расклад 10 посланий из будущего. Как всегда у нас. Сейчас я пока свечку зажгу. Сейчас. Эфир сегодня раньше, поэтому я думаю, только те, кто подписаны и кто нажал на колокольчик, придут на эфир. Смотрите, свечку зажгла. Давайте начнем. Кому подсказки, пишите. У меня все работает наконец-то. Даже чат включился на компьютере. Кристиночка, добрый день. Ирина, да, добрый вечер. Подсказки, да. Сейчас давайте начнем. Подсказки. Не знаю, получится здесь поставить телефон или он грохнется. Так, получилось пока. Кристина. Подсказка для Кристины. Подсказка для Кристины. Достаем. Дайте себе отдохнуть. Такая вам подсказка. Вам нужен отдых. Передохните. Такая подсказка. Отлично, что все работает. Только через мобильный интернет. Мне сын сделал, все у меня работает и на компьютере, и через мобильный. И сделал так, чтобы на мобильном не зависал. А то у меня на мобильном тоже не работает без этой штучки. Благодарю, Кристина, что пришли на эфир. Благодарю. Антонина, добрый вечер. Можно подсказки на всех? Давайте для Ирины. Подсказки на всех колодах. Для Ирины достаем подсказка. Ой, делайте добрые дела. Делайте добрые дела. Такая подсказка. О, насчет доброго дела, кстати. Я сегодня случайно сделала доброе дело. И так получилось, что помощь нужна была мальчишкам там. Вот. А у меня была возможность помочь. Думаю, почему бы нет? Почему бы да? Давайте дальше, Ирина. Сын молодец, да, он умный у меня. Надеюсь, что весь в меня или я в него. Ирина, для вас подсказка. Возьмите себя в руки, почувствуйте себя уверенно и смело шагайте вперед. Видите, смело шагайте вперед. Будьте уверены такой. Ух, я все смогу. Я самая там, да? Настрой, главное настрой. Так, для Ирины подсказка. Так. Выбрасывайте все лишнее, чтобы набрать высоту. Видите? Я даже знаю, какое вам послание из будущего может попасться. Очень актуальна, отличная подсказка для Ирины. Так, еще следующая подсказочка. Тебе нужен совет. Не нужно полагаться на друзей или интернет. Лучше послушай совет профессионала. О, это про то, что не надо сидеть в чатах, да, и слушать всех, кто что говорит, а лучше идти к тому, к лицензионному специалисту, например, лицензированному, то есть, который рассмотрит вашу ситуацию индивидуально. Ну, это если какие-то вопросы такие. Лучше к спецу идти, который уже это прошел, это знает ответ на ваш вопрос. Да, чем слушать советы там подружек или там в интернете. Ну, это так. Не хватало настроя. Анна Баирова, здравствуйте тоже. Да, давайте посмотрим для Ирины послание из будущего. Ну-ка посмотрим. Ой, стоп, перестань это делать. Ты знаешь, о чем я говорю? Что там вы такое решили? Что такое вы подумали? О чем вы подумали? Пока не время. Пока не время. Вам нужно перестать это делать, остановиться, подумать, собрать информацию. Да, пока на стопе. Я вот думаю, зря я окно не открыла. Мне будет жарко.
Спасибо, Ирина. Опять не знаю, о чем это. Не знаю, о чем. Может быть, вам не нужно кушать на ночь. Может быть, не нужно думать о каком-то человеке. Может быть, не нужно сомневаться в себе. Возможно, не нужно. Не нужно изводить себя какими-то мыслями, сомнениями. Потому что там у вас были подсказки, чтобы быть уверены в себе. Может быть, вам перестать уже изводить себя сомнениями, не сомневаться. Вот я думаю так. Ну, вам виднее. Давайте дальше будем смотреть. Для Антонины. Дальше Антонина. Антонина, подсказка. Не старайтесь угодить всем. Такая первая подсказка. Не старайтесь угодить всем. Этого не нужно. Благодарю за подсказки. Прекрасной недели. Ирина, вам тоже прекрасной недели. Пусть все получится. Все будет хорошо. Так, Антонина. Антонина, подсказочка для Антонины. Пришло время добрых дел. Помните, добро возвращается от того, от кого его не ждешь. Да, вы можете сделать добро для одного человека, а вам вернется это добро от другого человека. То есть вы не знаете, как оно к вам вернется. Но оно вернется тогда, когда вам нужна будет тоже поддержка. Так, для Антонины смотрим дальше. Подсказка. Существуют только те ограничения, которые вы придумали себе сами. Не ограничивайте себя. Не ставьте в голове какие-то себе преграды, пределы. Границ нет. Так, для Антонины смотрим. Хватит спать, проснись, ты пропускаешь так много всего интересного. Что-то вы где-то что-то можете проспать. Ставьте будильник. Что-то интересное будет происходить. Возможно, куда-то поехать вам надо. Куда-то вас пригласят. Для Антонины послание из будущего. Не нужно казаться тем, кем не являешься. Ты лучше, чем ты о себе думаешь. Цветок не соревнуется с другими цветами. Он цветет для себя. Видите? Будьте собой вообще, и все. Вот. Какая есть, такая есть. Самая лучшая. Дальше смотрим. Спасибо, Антонина. Дальше Анна Баирова. Подсказки. Да, здравствуйте, Анна Баирова еще раз. Будем смотреть подсказки. Для Анны подсказка. Ищите помощь на стороне. Если у вас какой-то вопрос, вам нужна помощь, ищите помощь на стороне, поспрашивайте. Нет ли там вакансии, еще что-то такое. Неделю 2 назад такие же подсказки. Благодарю, да, Антонина, вас тоже благодарю. Видимо, надо обратить на это внимание. Да, это знак. Знаки каждый день практически. Вот оглянитесь вокруг, столько много знаков. Особенно если то событие, которое вот будет, оно приближается, знаков становится очень много. Ну, мне так кажется, у меня так. Так, для Анны Баировой подсказка. Сделайте паузу, отдохните. Это самое правильное решение в данной ситуации. Но здесь, видите, нужно отдохнуть. Нужно не действовать. Взять паузу и посмотреть, как будет развиваться событие. Анна Баирова, вас тоже благодарю. Да, сейчас еще не все ваши подсказки закончились. Анна Баирова, еще подсказка. Относитесь ко всему с юмором. Видите? Ко всему с юмором. Легче немножко. С юмором. На позитиве. Для Анны Баировой подсказка. Ты чертовски восхитительна. Лучшее, что могло случиться в твоей жизни, это ты. Миру нужны твои таланты и энергия. Так что комплимент вам тут от карт. Получилось так. Сейчас послание из будущего. Для Анны Баировой послание из будущего. Та-дам! Сделай сюрприз близкому человеку. Он нуждается в твоем внимании. Кто-то из вашего близкого окружения нуждается в вашем внимании. Вот. Так что сделайте приятное. Позвоните, поговорите. Вместе соберитесь, встретитесь, не знаю, что-то такое. Вот.
Так, давайте будем смотреть общий расклад. 10 посланий из будущего. Да, я сейчас здесь наберу. Это будет общий расклад. 10 посланий из будущего. Вы можете выбрать несколько посланий. Я хотела сказать столько, сколько хотите, а потом вдруг вы все 10 выберете. Ну, выбирайте как хотите, сколько хотите. Одно послание, два, пусть 10. Можете выбрать любую циферку. И сейчас будем смотреть. Первое. Единички. Единички. Нужно немного подождать. Ни о чем не беспокойся. Всему свое время. Видите, когда время придет, все случится как надо. Двоечки. Двоечки. Выбери себе талисман, а я позабочусь, чтобы он защищал и помогал тебе. Ой, вам талисманчик нужен. Ну, как типа вот, я не знаю, сейчас видно будет. Вот можете себе купить камни. Кстати, камни натуральные, они тоже могут защищать. Это будет ваш талисман. Ну, как вариант. Или то, что вам нравится. Это может быть и кулончик, и сережки, и камушек в сумочке носить. Можно любой. Можно и подвеска, что-то такое. Даже брелок на ключи или на сумку. Не знаю, все что угодно. Это даже может быть какая-то игрушка мягкая. Все что угодно. А где, кстати, моя игрушка мягкая? Куда она? Была тут. Куда-то я ее уже переложила. Ну, дальше продолжим. Троечки. Кто тройку загадал? Смотрим. Троечки. Все в жизни можно изменить. Если ты ничего не делаешь, чтобы изменить то, что не нравится, то ничего и не изменится. Просто сделай первый шаг. Видите? Вы можете все изменить. Просто начните действовать потихоньку. Будете двигаться к своей цели, да? Так, четверки. Четверки. Эта ноша слишком тяжела для тебя. Ты не обязана ее нести. Посмотрите со стороны, как вас видят, что вы что-то тащите такое, что вам не нужно. Они смотрят и говорят, зачем вам это? Зачем ты это тащишь? Ты уже оставь это в покое. Будет легче идти. Там впереди ждет тебя светлое будущее. Зачем ты это тащишь? Анет, добрый день, да. У нас сейчас 10 посланий из будущего, 4 послания уже сказала, сейчас буду 5 доставать. Можете пока загадать, если хотите. Да, пятерочки, послания. Прислушайся к своим чувствам. Сделай так, как чувствуешь. Не сопротивляйся внутренней интуиции. Здесь вам нужно научиться прислушиваться к своей интуиции, к себе, то, чего вы действительно хотите. Шестерки. Перестань искать себя, создай. Расслабься и представь идеальный образ себя, детально и максимально конкретно. Где живешь, кем работаешь, что носишь, чем пахнешь. Чего тебе не хватает, чтобы стать твоим идеалом? Начни создавать себя прямо сейчас. О, здесь вы можете себя сделать такой, о котором вы мечтали, о котором вы хотели. Меняйте, вам говорят, меняйте себя. Хочешь что-то лучшее? Меняйся. Так, семерки. Семерки. Помоги тому, кто просит о помощи. Этот человек поможет тебе, когда это потребуется. Семерки, восьмерочки. Тебе не нужно чужое одобрение, чтобы делать то, что нравится. Не бойся быть собой. Так, это у нас восьмерки, да, девятки. Уделяй сну и отдыху больше времени. Тебе нужно восстановить силы. Девяткам нужен отдых. Можете лечь, поваляться, вам разрешается. Десятки. Десятки. Тут предупреждение. Кто-то хочет тебя обмануть. Пожалуйста, будь осторожен. Пожалуйста, будьте осторожны. Проверяйте информацию. Проверяйте то, что говорит вам человек. В ближайшую неделю кто-то может вас обмануть захочет. Не верьте, перепроверьте или скажите, приходи через неделю, там, да, давай все понятно станет. Так, давайте дальше смотрим для Анет подсказку. Подсказки на всех. Для Анет смотрим. Первая подсказка. Следите за поступающей информацией. Вокруг какая-то информация будет, которая важна для вас. Поэтому
Обращайте внимание на то, что происходит вокруг, кто что говорит. Где-то что-то вы прочитали, узнали. Так, для Анет смотрим. Подсказка. Природное обаяние – это то, что точно сработает в данной ситуации. Здесь нужно полагаться на свое обаяние. Следующая подсказка. Для Анет подсказка. Выходите из зоны комфорта, откройте дорогу новым победам. Так. Для Анет подсказка. Расслабься. Не надо стучать в закрытую дверь. Расслабься. Пусть хорошее придет в твою жизнь само. Классно, когда хорошее может прийти само, да? Пусть приходит, я дверь не буду закрывать, да? Скорее, скорее, приходи. Для Анет послание из будущего. Помоги тому, кто просит о помощи. Этот человек поможет тебе, когда это потребуется. Такая подсказка. То есть послание из будущего, это было уже. Так, если пока что подсказки получили все, да, давайте посмотрим еще тогда общий расклад. Что делать и что не делать, чтобы неделя была хорошая. Посмотрим. Сейчас я запишу, что делать и что не делать, чтобы неделя была хорошая. Там еще донатик есть. Сейчас я посмотрю. Спасибо, что пишете, потому что не работает почему-то эти донатики. Не высвечиваются картинки. Так, давайте будем смотреть донат сначала. А потом общий расклад. Для Анет. Его мысли о вас сегодня. Ой, перевернулись две карты. Неожиданно. Он не хочет вас расстраивать какой-то новостью, которая может случиться неожиданно. Что-то может неожиданное такое, ну как будто, то есть не получится что-то может. И не хочет вас этим расстраивать, что у него такие мысли. Что? Так, еще мысли о вас. Знаете, то, что он не может помочь вам, то, что не может что-то вам подарить, там, быть рядом, это его, смотрите, убивает, прям 10 мечей, прям, это максимально ему больно, и у него, не знаю, у него сейчас как будто сердце разбито, как будто ему тяжело. Ну, что это? Какая-то информация о начале нового заставляет его тут чувствовать страх какой-то, что может не получиться. Поездка у него нифига не получается. У него там много чего происходит, не получается поездка. Не может он приехать, как будто обстоятельства против него. Не знаю, тут что-то происходит у него. Какие-то известия, которые не дают ему выйти на новый уровень. По работе, возможно. Потому что здесь вот рабочие моменты. Что-то не получается. Вы-то что? Вам не надо расстраиваться. Что это за безобразие? Вам надо его поддерживать. Он расстроен очень, потому что он прям разбит. У него сердце болит. Он потому что там вот что-то прям вот тяжело ему. Да это понятно, что он просто не может поделиться. Я не знаю, вот у него такой характер. Как будто он борется со всеми этими препятствиями, как с ветряными мельницами. У него ничего не получается. Не выходит у него так, как он хотел бы. Да. Если не получается дать вам то, что вы хотели бы, то, что он хотел бы вам дать. Если расстроены в чувствах.
Ну ничего страшного, подумаешь, один раз не получилось, получится же, он же настойчивый у вас. Да, он готов брать ответственность, но он сколько надо, столько и готов делать ради того, чтобы все получилось. Да, чтобы потом вы могли встретиться, погулять, насладиться вот этими моментами, когда уже можно кайфовать и расслабиться. Он готов брать на себя максимум ответственности. Это что у него-то что-то не получилось, конечно, расстроен. Скажет ли он вам об этом? Да, он вам об этом скажет. Скажет ли он вам об этом? Она вам об этом скажет, но как-то так вот, более так это легко, в легкой форме как бы. Да. Так, сейчас его мысли, его мысли, его мысли. Ну, тут у него мысли такие, что вы очень привлекательны, и не только он это замечает, но и другие мужчины тоже. И он вас одну такую как бы оставил. Это опасно. Вот. Он страстно по вам скучает. И он знает, что вы ждете от него известия. Видите, вы ждете от него известия. Эмоционально вы очень настроены так, что так, ну-ка, объясни мне, почему ты до сих пор мне ничего не сказал. Как-то вот воинственно как будто бы настроено. А на самом деле нет, это вы просто ждете. Сегодня хоть что-то. Сегодня, да, он сообщит вам сегодня, будет от него сегодня сообщение, письмо такого романтично-любовного характера. Будет, он сегодня вам напишет обязательно. То есть, ну, тут как бы в первую очередь он как говорит по картам. Тут говорит, это говорит, мое решение, и типа, ты что меня спрашиваешь? Я тут сам решу, сам знаю, что сказать, сам напишу. Вот, напишет что-то такое теплое, с любовью, такое вот. Напишет сегодня, да. Боится ли он вас потерять? Очень боится потерять. У него, знаете, иногда, когда он об этом думает, его прямо это, он не контролирует свои эмоции, начинает, то есть он, как будто вот, если он об этом думает, то у него самоконтроль пропадает. Вот. Боится, конечно, вас потерять. Но он верит, он знает, что вы верная, что все нормально, как бы, что вы его вторая половинка, что вы его семья, он вообще, что вы его родная душа. Он вот знает об этом, и он вам очень доверяет. Но то, что он может потерять, конечно, это у него есть в голове. Ох. Есть так вот. Что-то там я все ответила, что там было еще. Я начала, он тут начал про себя говорить. Как будто он сомневается, что он может победить в какой-то битве. Он боится проиграть. Он боится проиграть. Видите, он хочет, чтобы все получилось, но он боится, что может не получиться. Походу, насчет работы опять. Он хочет, чтобы все было честно, но тут какие-то сомнения. Это по работе. Вот. По работе какая-то ерундовина. Да, он хочет, чтобы все получилось по работе. Он хочет, чтобы вы, ну смотрите, он хочет вот и переезд, и чтобы вы приехали, и, потому что вы на расстоянии. И он тут, видите, хотел бы, чтобы между вами сократилось расстояние, чтобы вы вместе были. Чтобы так все повернулось, обстоятельства, ситуация, как можно быстрее, да, чтобы вы были вместе. Ваша мечта сбылась. Общая такая мечта, к которой вы стремитесь.
Когда ничего не говорит, еще больше переживает. Да. Ну, характер такой, видите, характер такой, что как бы не нужно говорить, и закрывается. Закрывается, не говорит о своих проблемах. Закрывается, ему тяжело, и от этого еще он думает, что он сам все решит. Нет, он готов жертвовать всем чем угодно, но он не раскрывается, он не раскроется прям вот так вот. Ну, у него характер не такой. Он готов жертвовать собой. И решить все проблемы самостоятельно он хочет. Чтобы быть с вами вместе. Видите? Вот это вот его цель, вот это вот любовь его двигать вперед, чтобы только быть с вами вместе. Чтобы все получилось. У него мозг работает как компьютер. Видите, у него, если что-то его расстраивает, вот его сейчас расстраивает, он сейчас придет в себя, сейчас соберется, сейчас все будет нормально, нормализуется, восстановится и все. Возьмет себя в руки, да. И да, его двигать вперед мысль о том, что вот вы будете вместе, в итоге вы будете вместе, все у вас будет хорошо, будете жить там, где хотите, у вас будет дом полной чаши, будет достаток, вот это его двигает вперед. Если он чего-то не знает, да, то он это узнает самостоятельно. Видите, если что-то неясное, какое-то, то, что он еще не знает, он как будто замыкается, погружается в себя и ищет ответы самостоятельно, он как отшельник. Внутри отшельник ищет, так, к нему приходят ответы. Самостоятельный и гордый. Льдиночка, у нас вопросы за донатики, если что. Вот там 250 рублей донатик. Тоже уже лучше настроение, обязательно все получится. Да, у вас все получится. Это такие трудности, которые можно решить. Это, видимо, для того, чтобы точно, вот, знаете, а точно ли ты этого хочешь? А вот с этим ты справишься, или ты отойдешь назад, да, или отступишься? Тут как бы вот такое еще жизненные трудности, они же для этого тоже иногда и даются, чтобы для проверки, да. И он тут решил, что он совсем справится, ему просто нужно время. Все обдумает, соберется. Просто он не хочет показывать, что он может быть расстроенным. И вот такие мужские качества, это для того, чтобы он чувствовал себя мужчиной, что он может. Почему он не хочет рассказывать вам, ну, пусть не рассказывает, захочет, расскажет. Просто ему нужно успокоиться немножко внутри, чтобы он мог об этом говорить легче. Когда он уже найдет выход, здесь как-то вот. Скинула я ссылку, я всегда забываю ее скидывать на донат. Вот она, закрепила, если что. Если кто-то хочет задать вопросик, то можете пройти по ссылке, там донатик 250 рублей один вопрос. Так что сейчас у него голова как компьютер работает. Сейчас он соберется с мыслями, определиться как и что, успокоиться. Все будет хорошо. А вас тоже благодарю за ваш вопрос. Вы всегда чувствуете друг друга, так-то вы чувствуете, когда у кого что там, как. И он очень переживает, что его нет рядом. Может быть, вам что-то нужно, да, вот забота, внимание, такой праздник, да, и вот он очень переживает. Так, смотрим подсказку для вас. Будьте решительны, удача вам улыбнется. Будьте решительны. Так, я тут кое-что... Так. Тут была какая-то информация. Так, а где это была информация? Сейчас. Угу. Аннет, у вас сегодня день рождения. Аннет.
С днем рождения! Да, Анет, чтобы у вас все было хорошо с вашим молодым человеком, смотрите, тут вам совет такой, подсказка, карты говорят. Уходите от того, что вас расстраивает, и идите в любовь. В любовь, в романтику, в нежность. Вот. Сильно не сидите вот в этом состоянии, когда вот вас что-то расстраивает. Переключайтесь. Вот. Так что желаю, чтобы ваше желание сбылось. Загадайте желание обязательно. Пусть оно сбудется. Вот. Кому нужны подсказки, пишите подсказка. Тогда будет подсказка на этой колоде. Подсказки бесплатные, если что. Если донат пришлете, напишите, пожалуйста, что вы отправили, потому что здесь у меня почему-то сообщения не будут приходить. Так, давайте. Спасибо, Анне, за ваш вопросик. Вот. Давайте будем смотреть общий расклад, что делать и что не делать, чтобы неделя была хорошая. Поэтому, по-моему, тут как раз время общего расклада, да? Загадал, свечи задула. Ничего себе, красивый розовый торт, классно, ничего себе. Вот это здорово, пусть все ваши желания сбудутся, пусть у вас все наладится с работой, с территориальным местоположением. Вот, а что желаю вам поскорее переехать туда, куда вы хотите, быть вместе. Пусть поскорее сбудется. Розовый торт, какой кайф, я прям представляю. Я сама даже захотела, блин, розовый. Ни разу у меня не было розового торта. Красота, супер, просто здорово. Я рада за вас. Пусть все сбудется. Так, давайте посмотрим, что делать и что не делать, чтобы неделя была хорошая. 3 позиции можете загадать. Я смотрю первую позицию. Что делать, чтобы неделя была хорошая? Что не делать, чтобы неделя была хорошая? Ну, что делать, чтобы неделя была хорошая? Ну, готовьтесь, занимайте активную позицию. Вам нужно активничать, вам нужно включать мозги, голову, выключайте чувства, думайте головой, расчеты делайте определенные, что будет, если вы это сделаете, что не будет. Думайте о последствиях, ставьте планы, вот. Отстаивайте свои интересы. Даже не стесняйтесь отстаивать свои интересы. Если кто-то нарушает ваши границы, вы так четко ему прямо и говорите. Не надо любезничать, ничего не надо. Ставьте на место, в общем. Здесь так, активная позиция. Я знаю, чего я хочу, это у меня будет, и все. Вот, как бы вот здесь так вот. Что вам не делать? Но вам не нужно. Смотрите, тут вообще ничего делать не нужно. Так нельзя вам сильно отдыхать, пассивно как-то вот ничего не делать, я в этом не буду участвовать, авось само меня обойдет, да, как-то вот так. То есть здесь не нужно останавливаться, не нужно бездействовать, не нужно много думать, что-то там, вы знаете, вы и так знаете, чего вы хотите. Вот идите к своей цели, вам нужно активным быть или активной эту неделю, активной нужно быть. Не нужно сидеть и ждать, что что-то там будет. Отстаивайте свое. Мое это мое. Да? Пирожные розовые. О, розовая вечеринка. Обожаю розовый цвет. Класс, ничего себе. Пирожные. Супер. Здорово. Вы прям настоящая девочка, а он настоящий мужчина. Вы прям... как 2 половинки, да? Давайте вторую позицию посмотрим. А то я сейчас уйду. Вот это, так, вторая позиция. Что делать, чтобы неделя была хорошая, что не делать, чтобы неделя была хорошая. Смотрите, во второй позиции здесь вам нужно поставить какую-то цель и четко к ней идти. Если вас пригласят куда-то поехать, или командировку, или куда-то в гости позовут, езжайте. Если у вас запланирована поездка, езжайте. Все благополучно, благоприятно пройдет. То есть тут активные действия, вижу цель, не вижу препятствия, иду к ней, тут вот так вот.
и поездка у вас какое-то, движение, переезд, покупка машины, не знаю. Вот. Очень много передвижений, очень много переездов, может переезд, не знаю. Но вот на ближайшей неделе очень вам нужно быть активными. Если куда-то позовут, езжайте, езжайте. На что вам не нужно делать? Не флиртуйте, не болтайте с теми, кто вам не нужен в перспективе. Там, например, вы видите, что человек с вами никак не подходит по вашему мировоззрению, например, да. Ну, как-то вот, не нужно сильно с ним общаться, не надо заводить друзей, те, которые вам не нужны, которые, вот, не знаю, которым что-то от вас надо. Думайте о себе. Не разбазаривайте свою энергию на других. Вот тут как-то так. Потому что вам нужно идти к своей цели, добиваться своего. Вот. Не флиртуйте желательно. Не нужно. Вот. Вот, кстати, звук пришел, да, а картинки нету. Звук слышала. Третья позиция. Что нужно делать, чтобы неделя была хорошая? Что не нужно делать, чтобы неделя была хорошая? Ну, смотрите, что нужно делать, чтобы неделя была хорошая, это тут взаимовыручка, взаимопомощь. Если у вас отношения, то нужно вкладываться в отношения так же, как и партнер вкладывается. Или если он не вкладывается, то и вы тоже немножко попридержите, там, не знаю, свое внимание, тоже немножко побудьте на расстоянии. Может быть, ему не нужно там, да, в этот момент, чтобы вы были рядом. Ну, пусть побудет немножко один, да. То есть тут надо свое пространство, свое время тоже иметь и на другого человека, и на себя. Вот. Если попросит помощь, помогите, да, или если вам нужна будет помощь, то тоже попросите, попросите, и вам помогут. Ничего страшного в этом нет. Ну, здесь может быть какой-то приход денежек небольшой. Вот. И взаимовыручка, взаимопомощь. Здесь как-то так вот общение с людьми. Вот. Что вам не нужно делать? Здесь не нужно что-то заканчивать, начинать. Продолжайте то, что вы уже делаете. Но не нужно ничего на этой неделе обрывать, заканчивать или что-то новое начинать. Вот делайте то, что делали. Здесь как-то новых изменений не нужно. И здесь с новыми людьми общаться нежелательно. Потому что здесь у вас как будто уже старые друзья, вот с ними нужно общаться, с вашего окружения, как будто продолжать общаться вот там, где вы находитесь. А новые люди пока что, пока не нужно. Знакомиться в интернете пока что не нужно. Отложите, если собирались на эту неделю, то не нужно. Вот. Пока что нет. Добрый вечер, Валерия. Отправила вам вопрос. Хорошо, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим донатик. Донатик пришел. Валерия, смотрим. На 2 месяца смотрим события, которые приятно взгляд в личной жизни у вас. События, которые приятно удивят в личной жизни. Здесь как будто вы почувствуете или поймете это, или прям почувствуете, что у вас нет ограничений для новых знакомств. Как будто вот то, что вас ограничивало, оно осталось в прошлом, вам так станет легко, и вы поймете, что да вот же весь мир для меня открыт, сколько мальчишек, сколько мужчин, сколько тут как бы возможностей много. То есть вы перестанете себя ограничивать, вы перестанете себя закрывать, внутренне даже настрой у вас поменяется. То есть у вас придет готовность, или уже пришла, или вот сейчас придет для нового общения, для новых знакомств. То есть вы станете открытыми. Вот это вас приятно удивит. Ну, так вышло. Что вам станет легче общаться. Вы готовы к новым знакомствам. Вы не закрываетесь уже. Ой, Марьяна Герелюк, у нас вопросы за донатики, если что. Донатики по ссылке, там 250 рублей вопрос.
Знаете, Валерия, я не знаю, почему это хорошее событие, да, но почему-то в хорошем событии. Хорошее событие будет такое, что у вас колесо судьбы будет поворачиваться так, то есть такая проверка будет или как бы урок может быть на то, что проверить, сможете ли вы защищать свои, отстаивать личные границы. Если кто-то захочет в ваши личные границы влезть, сможете ли вы защитить себя? То есть, если вам не нравится, как кто-то новый, кто придет в вашу жизнь, этот новый придет, какой-то человек может прийти с любовью. Перед тем, как какой-то человек придет в вашу жизнь, смотрите, какой-то человек резко, неожиданно ворвется, у вас начнется общение. И тут даже, смотрите, чувства могут такие возникнуть, что вы захотите замуж за него. Или он вы захотите официальных отношений. То есть, что возникнут очень сильные чувства. Вот перед этим будет какая-то ситуация, когда захотят ваши личные границы нарушить, войти вот как-то вот. Вам нужно отстоять свои личные границы. Я считаю так и все. То есть, вот. То есть вам будет что-то такое предлагать, что вы не приемлете этого, и вы не хотите. Так и говорите, не берите это. А потом приходит какой-то, в течение 2 месяцев он придет. Да, вот в течение 2 месяцев, видимо, и будет вот эта проверка на свою ценность, да, на то, что вы вот не пускали в свою жизнь тех, кого вам не надо, хотя вы с легкостью начнете знакомиться, да, смотрите, в течение 2 месяцев вы познакомитесь с мужчиной, который придет с любовью, тут будет и любовь, и романтика, кстати. Потому что вы прошлое оставили в прошлом, видите, еще доказали, что вы серьезно настроены, докажете своими поступками. И вот придет человек. И вот я говорю, здесь прям выходит, что чувства накроют, и захочется всегда быть вместе, не расставаться. Кто этот человек? Выходит, что этот человек император, какой-то серьезно стабильный мужчина к вам придет. Вот. Ну и вы здесь как будто будете излучать такую энергию, что вы не ищете мужчину, вы готовы к знакомствам, да, но как вы будете себя так транслировать, что как бы мне и одной классно, я и так знаю, как повеселиться. Если ты хочешь повеселиться, можешь повеселиться со мной, да, как бы вот как по-дружески, но я и без тебя тоже хорошо время проведу, то есть не расстроюсь. Как бы такое что-то. Мужчина стабильный, серьезный. Свободный. Свободный мужчина придет, да. Когда вы прошлое оставите в прошлом. Даже если появится у вас прошлый мужчина, то его нужно отсечь. Сказать, все знаем, это в прошлом. Да, не соглашайтесь на то, что вы не хотите, чтобы было в вашей жизни. Если кто-то уже обманул, то так вот не ждите, что изменится. Мужчина хороший придет. Что вам нужно, чтобы как можно быстрее он пришел. Да, нужно ждать, надеяться и верить, что он придет. Но он придет, он немножко задерживается, он придет. Для вашего будущего, чтобы вы вместе шли вперед. Но здесь может расстраивать, что не так быстро. Да, но вот там ситуация должна проиграться. Потому что здесь, ну смотрите, человек придет для того, чтобы сделать вас счастливой, любимой. Здесь какой-то хороший мужчина для серьезных отношений к вам идет. Опять вышел. Что он хочет сказать? Говорит, все, говорит, хватит обо мне болтать. Вот он что хочет сказать. Он вышел такой грозный, говорит, все, хватит, ты все сказала. Дальше говорить вообще нефиг обо мне, говорит, все закрыто. Все, иди, говорит, погуляй. Ну, как бы все. Ну, как бы вот, когда так выходит, это уже он это немножко, ну, такой, с характером. С характером.
Он, знаете, он расстроен, что он не может найти партнершу себе для таких отношений, для которых он хотел бы. Он хотел бы большую счастливую семью, хотел бы ребенка. Не знаю, сколько детей он хотел бы, но ребенок, он считает, что в семье должен быть обязательно. Да, он не может встретить такую женщину, чтобы были мировоззрения, вот эти вот ценности семейные одинаковые. Он не может встретить человека, он не может доверять людям, с которыми не может чувствовать себя открыто, вот как ребенок, который как друг, когда вот можно все рассказать, когда можно там, не знаю, за ушком почесать, когда можно там, я не знаю, что-то такое себе позволить, да, когда ты вот, ну, ты чувствуешь себя комфортно друг с другом, можешь рассказать все, что угодно, не знаю, вот как-то вот так вот. Вот нету такого человека у него. Вот, смотрите, совет вам, чтобы вы как можно быстрее с ним встретились. Опять же, здесь показывают, что вот эта проверка к вам придет в эти 2 месяца. То есть придет тот человек, который уже ушел и остался в прошлом. Лапшу вам на уши будет вешать, возвращайся там или что-то еще. Но вы должны отстоять свою позицию, должны от нее отбиться и не принимать. Да, тогда вы показываете, что как бы вот вы сильная, вы знаете, чего вы хотите, вы пойдете дальше. И вам не нужно, вы хотите, чтобы, да, вам нужен человек для семьи, который будет вкладываться в отношения так же, как и вы. А не так, что один вкладывается, другой, знаете, принеси мне борщ, пиво, принеси там, да. Ну, как бы, видите, один не будет пользоваться другим. Вот. У вас вот это должно, вот это когда случится, пространство уже поймет, так, все, она уже точно настроена, она уже все закрыла этот свой урок, все прошла, давайте теперь дальше будем идти. И вот дальше пойдете. Полного доверия к партнеру хочется, да? Но вы просто еще не встретили такого человека, понимаете? Те, которые приходят, они для чего-то приходят. Обязательно встретится тот, который вот как и вы, которому вы сможете доверять, который вам будет доверять. Ему тоже это нужно очень. И он это будет ценить. И тут так вот получается. Интересно, классно. Опять он вышел. Ну он, в общем, хочет вам передать. Смотрите, говорит, ты, говорит, это, не заморачивайся, говорит, я приду, и мы пойдем вместе уже вдвоем. Он так говорит. Скажи ей, чтобы она не переживала, говорит, мы, говорит, я приду, говорит, и все решу. Все решу, мы вместе пойдем дальше. Да, и будут у нас, ну, короче, ребенок у вас будет. Вы это, говорит, по судьбе, все нормально, там, все будет хорошо. Конкретный дядька, короче, такой, с характером, с характером. Тебе, говорит, меня не хватает, ты сейчас одна, но, говорит, любовь придет, все, говорит, будет. Он одна, да, как бы вы сейчас не вместе, но все будет нормально. Вы сможете доверять друг другу. Потому что здесь карта вот, доверия, когда вы можете доверять и общаться как друг с другом, как друзья. Это когда вот, например, вы можете рассказать, как друзья, все что угодно. Любимому, может быть, не скажете, там, вот ревновать или еще что-то, а другу, например, вы можете сказать. А тут вот прям будет такое доверие, что как друзья можете болтать. Вот, и все. Ну да, смотрите, влюбитесь. Смотрите, от туза до десятки прям пройдете. От начала вашей любви, от влюбленности до максималки, до полного семейного счастья, гармонии. Ваше желание сбудется, и при том у обоих. Вот. Получите то, что хотели. Семейное такое теплое. Подсказка вам. Подсказка. Не старайтесь угодить всем. Ну вот, не старайтесь угодить всем. Отстаивайте свою позицию. Вы как-то будете открыты всему новому, но в то же время ваши границы — это ваши границы. Вот здесь так вот. Так что удачи вам, Валерия. Вот, поскорее все это пусть произойдет. И встреча будет. Сейчас обновлю. Все, на донатике ответила. Так, сейчас вот тут вот, что это было.
Если вам нужна подсказка, пишите слово подсказка, и я вот на этой колоде вытащу вам подсказку. Подсказки у нас бесплатные. У нас платные только вопросики. За вопрос с доната там 250 рублей, если по ссылке пройдете. Вот, можно задать вопрос. Ну что, донатики больше. Все, никто ничего не скидывал, все донатики я ответила. Общий вопрос мы тоже посмотрели. Знаете, давайте посмотрим, где у вас деньги ваши лежат. Мне захотелось... Спасибо вам тоже большое, огромное вам за ваш вопрос. Ну вот, Валерия, пусть у вас все будет хорошо. Поскорее. Видите, каждый проходит свои уроки, что-то происходит, и все не просто так. А нам, конечно, хочется все быстрее. К счастью, мчим быстрее, хочется. Где ваши деньги? Где ваши деньги? На такой колоде денежной посмотрим. Видите, идея. Ваши деньги вот там, где какая-то идея. Или вам что-то в голову должно прийти. Или уже есть какая-то идея, которую нужно реализовывать уже. Может быть, вы знаете что-то, вы чем-то занимаетесь, может быть, хобби, может быть, любимое дело, может, работу хотите сменить, не знаю, но какая-то идея такая, которая... Или, может быть, вы... где ваши деньги? Может быть, вы хотите переехать, у вас идея такая, бац, все, я вот за границей, например, заработаю больше, чем здесь. То есть ваши деньги там, где какая-то идея, какая-то мысль, какое-то вот желание, что-то такое вот. Вы можете сами еще подумать, что это может означать, где ваши деньги. Видите? Эта идея, как лампочка загорелась. Бам! Вау, я знаю, как это сделать, я знаю, куда мне идти, то, чего я хочу там, да. Что-то придумать надо. Идея какая-то ваша, что-то реализовать. То, о чем вы уже думали, возможно, или вот подумаете. Да, еще вот смотрите, где ваши деньги будут. Нам нужно идти, видите, постепенно. Шаг за шагом. Как будто идея какая-то придет, и нужно ее реализовывать. И вот шаг за шагом вы будете реализовывать, вот там ваши деньги. Ой. Ой, а тут две карты, оказывается. Я тут еще вытащила, и вот две, оказывается, не одну. Видите, смотрите. Вот еще где ваши деньги, видите? Как вам на ту сторону перейти? Вы смотрите вниз. Вы смотрите в безнадежность, видите, в пустоту. А у вас идея должна какая-то прийти, какая-то мысль, как вот это вот перейти на ту сторону, доску там положить, возможно, да? Переехать, перелететь, как это можно сделать? Вам всего лишь нужно, видите, идея нужна для того, чтобы двигаться дальше. Потому что вы как будто не видите, куда нужно идти. Вы видите только пустоту какую-то. Смотрите, и когда у вас придет идея, вам нужно будет реализовывать, и вам нужен будет план. То есть расписать свое время, когда вы спите, когда вы работаете, когда вы учите язык, возможно, когда вы изучаете другую профессию, когда вы делаете визу, когда вы встречаетесь с миграционным консультантом, да, или, например, вы решили пожениться кого-то, то есть у вас там идея пожениться, ну мало ли что. То есть вы начинаете смотреть, где там найти музыку, где там отметить, да, куда поехать в свадебное путешествие. То есть здесь идея, получается, должна быть и реализация ее. И постепенно вы вот будете двигаться к своим деньгам. То есть будут расти они к успеху. Да, тут показано, видите, и вы просто идите к своей цели. Видите, цель у вас должна быть. Цель определенная. И вот сколько вы заработаете. Вы заработаете, даже будете думать, офигеть, все получилось. Ой, извините, ну то есть, неужели все получилось? Смотрите, вы будете думать, ну то есть, как бы мне вроде столько и не надо для жизни, но столько есть, и как бы это классно, и не нужно больше думать и переживать. То есть, видите, вы сколько можете заработать. Здесь вот так получается. Возможность есть.
Здесь не говорят «нет». Здесь не только хорошие карты, здесь есть не очень карты, а тут выпали все хорошие. Ну, такие все со смыслом, которые идти вперед. Идея, цель. Можно подсказки, да. Что вам нужно сделать прямо сейчас? Вот она, негативная карта. Только что я говорила, что здесь не только хорошие. Что вам нужно сделать прямо сейчас? Вам нужно избавиться от давления и от влияния другого человека, видите? Это может быть начальник на работе, это может быть обязанности, которые на вас нагружают, не только ваши, но еще чужие, перекладывание ответственности, да, вот надо уйти вот от этой ситуации, когда на вас давят, когда давление происходит, потому что когда давление происходит, ну, невозможно сосредоточиться, думать, да. Хорошо. Опять там идеи, выходят идеи. Идеи. Надо включать голову, думать. Без давления. Так, подсказки у нас, да? Сейчас я перейду. Все, перешла. В другой чат перешла просто, чтобы удобнее было. Так. Подсказка. Дело назад и шайба, да? Дело назад. 43. 43 года, да? Год петуха? Год петуха вы родились, да? Дело назад. Подсказка. Общайтесь только с позитивными людьми. Окружайте себя только позитивными людьми, потому что вы восприимчивы, на вас влияет негатив. Будьте аккуратны. Да, вот петушок, он всегда найдет денежку, всегда найдет что поесть. Так что вы выкрутитесь из любой ситуации. У вас огонь просто. А еще кто по гороскопу еще вот узнать бы? Ну ладно, давайте дальше подсказки, а то сейчас переключимся на гороскоп. Дело назад, так. Будьте внимательны, следите за знаками, которые могут изменить вашу жизнь. Будьте внимательны. Какие-то знаки вокруг будут вас, замечайте. Эту неделю прям замечайте вокруг, какие знаки. Кто что говорит, что происходит вокруг. Обращайте внимание. Так, подсказка. Не будьте идеальны, будьте собой. Не обращайте ни на кого внимания, кто вам что говорит. Будьте такой, который вы хотите быть. Вот, будьте самой собой. Принимайте себя такой. Да? Только любви нет. Ну, дело назад, подсказка. Ложь. Тебе кажется, что это вранье. Так и есть. Слушайте, в вашем окружении кто-то вам врет, кто-то обманывает, говорит неправду. Там, кстати, по первым картам даже такое было видно, что нужно ваше окружение почистить. Потому что в вашем окружении есть какие-то люди, которые недоброжелательны, которые могут, типа, желают добра, а сами не очень хорошо вам сделать. Вам нужно окружение почистить. Вот еще подсказка. Не сдавайся, и если не будешь бороться, считай, что уже проиграла. Так что не сдавайтесь, боритесь. Будьте собой, не обращайте внимания, кто вам что говорит, потому что ваше окружение у вас, да, нечистое, так сказала бы так. Есть негативные немножко люди. Ой, 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 упала карта. Ой, смотрите, какая карта хорошая вам выпала. Послание из будущего. Ты счастливчик, у тебя все будет замечательно. Видите, в итоге у вас все будет замечательно.
Послание из будущего такое выпало. Все будет замечательно, значит, то, что вы хотите, оно придет к вам. Смотрите, еще вам подсказка такая вот. Совет, послание из будущего. Тебя поглощает рутина. Измени привычный образ жизни. Иди другой дорогой домой, смени имидж, покупай новые продукты. Сделай что-то необычное для себя. Вот такое послание вам. Поэтому вот обратите на это внимание. У вас еще тут меняться и меняться. Работать и работать над собой. Ну, начинайте. Так. Еще подсказки. Пишите подсказка. Давайте. Спасибо вам. Вам тоже спасибо. Нажимайте на колокольчик, чтобы эфир не пропустить. У нас по субботам эфиры. Подсказки всегда бесплатные. Вот. Вопросы только у нас за донаты. Там 250 рублей вопрос. Каждую субботу пока встречаемся. Пока так. Давайте посмотрим, какие двери откроются. Общий расклад хочу сделать. Какие двери в ближайшую неделю вот открываются, чтобы вы не пропустили, чтобы вы взяли. На что обратить внимание, вот какие двери открываются. Ой, смотрите, в ближайшую неделю ваше пространство, оно будет очищать вас от тех ситуаций и людей, которым уже давно пора уйти. То есть почистите свое окружение. Но не то, что вы почистите, пространство само все разрушит. Неожиданно, резко. Вы можете поссориться с кем-то, разругаться, разойтись. Что-то может не получиться. Кто-то может уйти из вашей жизни в том смысле, что вы можете перейти на другую работу. Или там человек может уйти из вашего пространства на другую работу. И это к лучшему. То есть пространство будет очищать вокруг вас вот от тех людей, которые вам не нужны, которые негативные или которые уже вот, ну, как бы не должны быть в вашем пространстве. Вот, поэтому не пугайтесь, если будет что-то происходить такое вот резкое, неожиданное. Вот, потому что как-то вы этого не ожидаете. И вот еще смотрите, что будет разрушаться и уходить. Вот эти вот болезненные ситуации, отношения, взаимоотношения, может быть, дружеского характера, когда вас не ценят, когда вас предают, когда вами пользуются. И на работе такая ситуация может быть. То есть это будет разрушаться, это уйдет. И еще уйдут вот эти вот закрытые двери. До этого вы куда-то хотели, что-то хотели, ничего не получалось. Вот это тоже уходит. А что приходит? Приходит много новых возможностей. Если хотите работу, то тут будут новые возможности, новые предложения. И не одно, даже несколько можете рассмотреть. Если хотите с новым человеком познакомиться, будет даже несколько предложений, несколько вариантов. То есть посмотрите свое окружение. То есть здесь уходит негатив, да, и приходят новые возможности. Вам дают прям, на, бери. Бери. Что вы выберете? Там много будет. Там не одна возможность, а вот это, вот это, вот это, вот это, вот. Сможете ли вы взять все? Да вы сможете даже все взять. Вы сможете даже взять все, вы можете взять все возможности, которые придут. На этой неделе здесь как будто удача поворачивается лицом. И если вы будете сильной, если вы узнаете, чего вы хотите, да, то вот вы возьмете все возможности. Потому что здесь как-то удача стояла к вам попой, да, например, да? Сейчас поворачивается лицом. Лицом поворачивается, обнимает вас, ну, бери возможности, дает вам, вы берите, все берите. Вот, и не бойтесь того, если что-то, ну, того, что уходит. Да, уходят те стены, которые вы не могли пробить. Это было для какого-то опыта. И вы что-то поняли. Почему не получается? Да. Если вы много работали, то вы как будто получаете заслуженное что-то. Вознаграждение. Ну, как будто дороги открываются. Новые недели, да. Это вот на этой новой неделе замечайте, что будут уходить из пространства ненужные люди. То, что уходит, это вам и не нужно.
ненужные обстоятельства, какие-то ситуации будут в прошлом, отношения, друзья, подруги, знакомые, неважно, работа. Останется в прошлом все тяжести, и новые возможности придут, новые предложения, поэтому берите все, берите. Даже не думайте, что вы не справитесь, вы справитесь. Даже если вы не знаете, вам предлагают работу, вы в процессе все узнаете. Силы вам на это дадут, возможность тоже. Здесь такой получился общий расклад. Вот. Ну что, если никому больше подсказки не нужны, все подсказки получили? Сейчас я донатики проверю еще, чтобы уже точно быть уверенной, что я все ответила. Все, тогда будем заканчивать эфир. В общем, приходите в следующую субботу. 21:30 так-то эфиры, да, но вы нажмите на колокольчик, потому что, не 21:30 будет эфир, потому что вот сейчас раньше был эфир, мне так удобно просто было, время освободилось, вот. Потому чтобы не пропустить, жмите на колокольчик. Подсказки у нас всегда бесплатные. Можете посмотреть подсказку, подумать о каком-нибудь вопросе своем, то, что вас волнует, и получить подсказку. Или просто подсказка на неделю вам будет, на этот данный жизненный момент, этап. Да, вот в это время, в этот момент времени вы получите какую-то подсказку. Общие раскладики у нас тоже во время эфира есть, так что можете мотать туда-сюда, смотреть. Там есть общие расклады. Ну, все тогда. Желаю вам классной недели. Всех обнимаю, целую. Увидимся с вами в следующую субботу. Обязательно приходите, я буду очень рада. Вот, ставьте лайки, пишите комментарии там под видео, как обычно. Вот, так что все, всем пока.